Всем доброго времени суток! И сегодня я снова делаю куклу. На этот раз попробую сделать девочку, а то что-то в последнее время у меня слишком много кукол-мальчиков. Естественно, для начала нам понадобится эскиз. Желательно анфас и профиль. Мы сегодня будем лепить из пластики Living Doll. Ну и для того, чтобы сэкономить материал, я предлагаю для начала поместить в центр куклы фольгу. Первое, что мы сделаем, это скатаем шарик нужного нам размера. Для того, чтобы потом фольга не показалась на поверхности, нам нужно уложиться в определенный размер. В данном случае это размер не далее внешних уголков глаз, то есть шарик должен быть примерно вот такой. Так как сравнивать вполне даже объемный шар с плоским изображением достаточно сложно, я предлагаю воспользоваться вот этим нехитрым инструментом. Он помогает замерять расстояние как на плоском изображении, так и на шаре. Приступим. Для того, чтобы было удобнее работать, я также предлагаю поместить в ту область, где будет шея, какой-то твердый длинный объект, чтобы за него было удобно держать. В данном случае это расколотая палочка для суши. Вот готов у нас каркас или основа из фольги, нанизанная на деревянную палочку для удобства работы. Давайте проверим, соответствует ли она размерам. Ровненько, один в один. На всякий случай примеряем, смотрим сверху над изображением. Действительно ли оно такой формы, какой нам бы хотелось. Также смотрим, подходит ли она в профиль, не выходит ли за пределы. И теперь можно приступать к первому слою из полимерной глины. Для этого ее, естественно, нужно отрезать и размять. Всем понятный процесс. Отрежу пока небольшой кусочек, чтобы легче было разминать. Потом, когда понадобится, другой возьму. Напоминаю, что прежде чем приступать к работе с полимерной глиной, руки следует чисто помыть, как, собственно, и любые другие предметы, с которыми вы будете контактировать. Например, стол или нож. Ну, вот такой пласт, вполне удобный для работы. И сейчас я в него заверну свою заготовку. Причем я до сих пор по какой-то причине не решила, какую именно куклу я буду делать. То есть какого вида шарнирку, обычную или какой-то жуткий гибрид. Поэтому я пока не буду делать шею, просто оставлю для нее отверстие. Если это будет обычная кукла, я потом это отверстие заполню. Если это будет шарнирка, то здесь, естественно, будет место для шарнира, то есть шарнироприемник. Вот готова основа.
Сейчас для того, чтобы мне было удобнее работать, я этот нижний слой запеку, то есть отправлю в печку. Но на всякий случай, перед тем, как отправлять, осмотрю его на предмет погрешностей. Вот здесь вы видите небольшую полосочку. Это не просто полосочка, это прорезь, причем сквозная. Она достает до каркаса из фольги. Зачем это нужно? Ну, во-первых, если вы делаете шарнирную куклу, то именно через разрез, когда вы его разделите, вы сможете добраться до шейного шарнира изнутри. Если же вы делаете не шарнирную куклу, то это все равно очень удобно. Почему? Потому что можно вынуть изнутри большую часть ненужных нам материалов, тем самым облегчив вес, уменьшив вес куклы. Ну и в целом работать с половиной головы намного более удобно, чем с полной головой. То есть, к примеру, если я сейчас начну делать лицо, я все равно буду держать не только за эту палочку, но и за затылок. И, естественно, могу его случайно сплющить. Поэтому я обычно разрезаю голову напополам, разделяю ее на две части, одну убираю, могу ее сразу запечь. И работаю только с половинкой головы. Если пластик не прилипает к уже готовым частям, следует закончить полностью голову, не запекать частично ее, но все равно оставить вот этот след, потому что разделить по уже прорезанному гораздо легче, чем потом распиливать посредством ножовки или чего-то в этом роде. Сейчас я попробую их разделить. Вот они разделились. Ну вот, этот фрагмент готов. Я еще могу на всякий случай осмотреть его на предмет несимметричности. Можно уже поставить его в печь, а можно дождаться, пока будет готова вторая часть. Все зависит от того, насколько быстро вы работаете. Вот я, например, человек очень медлительный, могу одну и ту же голову лепить дня 3. Поэтому мне приходится придумывать какие-то способы, как защитить пластик от пыли, к примеру. Но обычно я кладу в очень чистый, желательно новый пакет на вакуумной застежке. Так пластик может храниться очень долго, к нему ничего не прилипает, ничего не мешает. Ну вот, пойду поставлю в печь. Готова одна половинка, она твердая, я вынула из нее фольгу. Сейчас будем делать вторую половинку. Она по-прежнему заполнена фольгой для удобства. Если вам удобно, вы можете держать ее за стержень, то есть за деревянную часть. Если становится неудобно и хочется большей устойчивости, можно положить и работать так. Не забывайте сравнивать с вашим рисунком, с вашим чертежом. Я вот здесь отметила линию, по которой идет разрез прямо на чертеже, чтобы мне было куда прикладывать. Если мне нужно что-то измерить,
Я пользуюсь вот этим интересным инструментом. Мне тут его недавно подарили, очень удобно. Например, можно измерить длину скулы и проверить, какова она будет у меня на работе. Сейчас я буду делать лицо таким же образом, как и рассказывала в предыдущем видео. Качество изготовления лица зависит только от того, сколько трудолюбия вы приложите. То есть, если вы видите, что вам что-то не нравится, во-первых, определите, что вам не нравится. К примеру, если вам не нравится нос, попробуйте понять, чем он вам не нравится. Или он слишком большой, или он кривой. Как только вы поняли, что именно в нем не так, вы получаете возможность это исправить. Если он большой, естественно, вы это уменьшаете. Если кривой, поправляете. Намного хуже, когда вы не можете понять, что вам не нравится. Тогда легче просто все переделать заново. Ну что ж, я приступаю. Для начала я отмечу, где у меня будет нос. Просто поставлю точечку. Угу. Вот точечка. И сюда я добавлю немного материала, для того, чтобы было из чего лепить нос.
Ну вот, завершена лепка лица. Все соответствует нужным размерам. Все сходится более или менее симметрично. Я покрыла голову пудрой, обычной пудрой для лица. Во-первых, это позволяет сделать поверхность более ровной. Во-вторых, можно сразу же затонировать. Некоторые места очень труднодоступные. Например, возле крылышка носа. Там получается достаточно неровно. Вот так вот видно, что неровно. Почему? Потому что туда очень трудно попасть каким-либо инструментом. От любого инструмента остается след. Ну а сейчас я отправлю работу в печь. Не забывайте соблюдать температурные режимы, которые указаны на упаковке, потому что для каждого вида полимерной глины они свои. Где-то 110 градусов, где-то 130, я даже видела 150 градусов Цельсия. Ну, обычно выше-то не бывает. Напоследок еще сравню, сходятся ли у меня две половинки. Если где-то они не сходятся, я могу подровнять, потому что материал у одной из половинок все еще мягкий, туда можно добавить. Ну или подрезать чуть позже. Тоже возможно, если у вас эту часть не видно будет под волосами. Все, голова готова. Все, кроме шейного шарнира, ну или шеи.